Нас двое, и мы исследуем заброшенный мир. Вокруг нас много физических явлений, которые можно спутать с паранормальным. Но мы постараемся разобраться, где вымысел, а где правда. Развеем мифы и оставим только истину. Вы готовы оказаться по ту сторону? Тогда вперед! Друзья, привет! Всем здравствуйте! Мы сегодня хотели заснять вам один контент, но, как обычно, у нас в последнее время уже имеет обыкновение все идти не по плану, и мы нашли совсем другое место. Вы посмотрите, мы случайно его нашли. Алена, расскажи в 2 словах, что за место? Алена будет подрабатывать экскурсоводом скоро. Ребят, это раньше был православный храм 19 столетия. В общем, это входил храм в определенный комплекс очень богатого помещика, который владел местными землями, Войнилович. В 20 столетии, к сожалению, это место переоборудовали под мельницу, то есть храм не приносил, видимо, какой-то пользы для местного населения, не знаю по какой причине, и в итоге его забросили. Поэтому сейчас попробуем в него пробраться, пока входа я не нашла, но будем стараться для вас, может быть, и здесь нам повезет. Да, возможно, мы какой-то эксперимент проведем, и здесь где-то должны быть старинные могилы. Да, тоже к ним обязательно сходим. Мы сейчас выдвинулись в сторону старого кладбища, вы нас просили, мы решили это сделать, пускай еще не ночь, но уже предзакатное такое время, и мы поставим камеру на маленьком кладбище старинном. Да, будет интересно посмотреть. Может быть, это все-таки миф, что все ночью себя проявляет. Может быть, и сейчас что-то будет. В общем, ребята, мы сегодня, разоблачители всяких мифов, если вам так понравится. В общем, нам самим интересно. Может, сегодня же скрылись и попробуем внутри. Может, попробуем, если да. на нас получится зайти, и чтобы не было ветра. Будем стараться, ребят, потому что мы сами давно уже не выкарабкивались на заброшки, и хотелось бы реально заснять что-то очень интересное. Крутое, да. Мне аж слезы наворачиваются почему-то. Вот. Здесь, ребята, ну я бы не сказала, что здесь... Но это может, времен. Оно совсем малюсенькое. Ну да, это даже на карте было видно. А, туда дальше, вон еще, смотри. Ага, да. Каким-то пахнет как странно. Ты чувствуешь? Да яблоками пахнет. Яблоками, да. Но тут вообще надпись непонятная. Вообще они не на русском? 1943. А, вот памяти сестер. Гордей Иосиф. Погиб за родину, 43-й год. Ж-21, памяти сестер. Помним и скорбим. Гордей Иосиф Иванович. Ну ладно, читать могилы мы не будем всех. Но там интересно, что не на Кузнецкой. Там вот дальше, вон, видите, просто в лесу стоит отдельная могилка. Что? Здесь конкретно какие-то звуки. Может, это животное, я не знаю. Ну, я тут тоже ходила, меня звуки немного смущали. Если честно, стремновато, не хотелось бы тут что-нибудь заснять. Несмотря на то, что еще как бы вечер.
Ребят, сейчас будем искать вход, потому что Алена уже С ходила, той стороны нету. Вот давай сюда смотрела, пойдем. что он заколочен, вот главный, видите, может доску можно снять или перелезть. Что за невезуха такая в последнее время? Ну иди с этой стороны, я обойду с той. Там, видите, ребята, все заросло внутри. Просто все заросло, там лес. Там внутри целый лес. Вот написано, это историческая ценность. Сейчас я вам приближу. Вот, каштоўнасць, это на белорусском языке ценность 18 столетия, кстати. Вон прямо деревья изнутри. А, вот, кстати, возможно, здесь, ребят, пахнет костром. Пахнет костром. Но здесь деревни сразу, поэтому неудивительно. В общем, ребята, мы с Мартой разошлись. Будем искать по возможности вход. Солнышко светит, птички поют, кузнечики стрекочут. Надеюсь, мы ни на что не напоримся. Но это прям очень крутое. Надеюсь, меня видно, ребят. Оборудование все. Так, тут заколоченный какой-то тоже вход, ребят. Вот, видите? Вот так вот это все выглядит. Ну, даже решетки стоят. Это даже, наверное, ребят, странновато в храме, чтобы были решетки. В общем, вот так вот пробираемся. Так, тут ничего нет. Тут, наверное, ребята, было алтарь. Вон, видите, стена. Прям стенка. Ребят, очень странный запах, как будто где-то что-то горит, но дыма нет. Нашла? А я нашла. Вот, кстати, ребята. Могилы есть? Да. Ты засняла? И вон там вон памятник. Тут есть вход. Вот, ребята. Подобную могилу мы видели в костеле. Помните, где был этот, где человек погиб, да, упал? Ну, тут прям плиты вот так вот просто лежат, ребят. Очень плохо видно. Такое вот стрёмненькое дерево. Попробую как-то найти проход. Красивые места. А куда ты пошла, расскажи мне. Ну, не через заросли, где помельче. О, бог. Вот тут тоже, ребята, было... А, вон дым. Вон, видимо, почему пахнет дымом. Вот мы состыковались с Мартой. Ух. Очень похоже на костел. Давай. Я не могу, мне все колят ноги. Здесь, ребята, целый лес вырос. Здесь такой странный запах. Здесь просто, ребята, лес. Посмотрите. В принципе, вот прямо здесь можно и провести эксперимент. Мы сейчас пролезем. Или пройдем в дальнюю комнатку. Я с улицы снимала, там стена. Похоже чем-то на алтарь. Было. Наверное, вот эта вот стена, да, вот ты стоишь вот в этой комнатке. Блин, плохо, что не видно ничего из этих зарослей. И что-то кто-то писал.
Блин, эти звуки листьев, это что-то с чем-то. Да. Ну что, давай вот здесь попробуем, наверное. В общем, ребята, наверное, мы сейчас попробуем провести эксперимент с доской Уиджи. В принципе, здесь сильно ветра нету. Вот здесь есть такая вот небольшая стоечка, как... Ну так интересно, Выемка. слушай, стена обломилась, да, только Ну, очень интересное место. В общем, будем пробовать. Так что приступаем к подготовке. Дух этого места приди, дух этого места приди, дух этого места приди. Ты здесь? Прощай. Что? Он как будто по буквам что пытается Жуй? Дух, ты здесь? Если да, то поверни иголку к слову да. Спасибо большое, что ты к нам пришел. Мы бы хотели с тобой пообщаться. Ты нам позволишь? Нет? Ты не рад, что мы тебя позвали? А ты был человеком при жизни? Нет. Же. И, да, как будто и. Жил. Жил. Офигеть. Так, сейчас. Ребята. Ты здесь жил, да? Да. А ты относишься к духам, к... Ад? Нет, аз. Азк. Или эл. Азл. О. Злой? Не понимаю. Озлоблен? Ты злой? Спрашивай ты, потому что ты Мгм. с ним общаешься. Ты злой? Да. Ребят, сложно общаться не с карандашами, честно, потому что с карандашами мы уже все понимаем. Так. А с доской? А ты относишься к религии? Нет. Нет, Прощай, нет. Бог? Бог? Что? Алёнина удивление. Ты Бог? Что? Ну, Бог же всегда добрый. Разве Бог не добрый? Бог, ты добрый? Но ты не хочешь с нами разговаривать, да?
прощай. Спроси, может, с помощью карандашей он хочет пообщаться. Так. Сейчас. Может, ты с нами пообщаешься через карандаши? Нет, прощай, нет, прощай, нет, прощай. Ну, потому что, заметьте, у Алены рука не двигается. Она даже на колени его наперта, Да. чтобы не двигаться. Нет, прощай. Офигеть. Ну, блин, ну, значит, прощаться. Да. Что еще делать? Извини, что мы тебя потревожили. Мы не думали, что придешь ты к нам. Мы тогда с тобой прощаемся. Спасибо большое, что немного побеседовал с нами. Все, видишь, прощай. Вот. Все, я остановилась в итоге. Прикол. Ты в шоке? Я вообще в шоке. Ребят, вот к нам выходил, если вы помните, дьявол в заброшенной школе, а в православном храме заброшенном, как нам показалось сейчас, вот доска Уиджи показала, выходил Бог. Верите этому или нет, я не знаю. Но у меня мурашки ходят сейчас ходуном. Я не вру. Ну, это такое, мне кажется, совпадение по буквам просто получилось очень Может быть. неожиданное. Неожиданное. То есть мы, ну, там сущность может быть какая, опять ангел, может быть, пришел. Но видите, он не хочет разговаривать. То есть он не готов идти на контакт, ребят. Может, он хотел сказать, что здесь жил Бог. На самом деле трактовок, ребят, может быть уйма, да? Да. То есть, как я думаю, если это вышла сущность на связь, то она, скорее всего, имела в виду, что здесь жил Бог. Ну, то есть, как знаете, это как было раньше священным местом. Вот. Нам ангел еще, ребят, если вы помните, говорил, когда молятся люди, Бог рядом с ними. То есть, может быть, сейчас к нам и вышла какая-то сущность, но при этом она как бы злая, не хотела с нами говорить, но при этом на вопросы минимальные она отвечала. И когда мы попрощались, все, игла стала на слове «прощай», и все, на этом закончилось. Поэтому даже не знаю, что думать, выводы делайте сами. Нам интересно будет знать, как вы думаете, все-таки это пришел к нам сам Бог или сущность, которая сказала, что здесь когда-то, да, был Бог. Да, одно из двух. Ну, либо такое случайное стечение обстоятельств, в которое мы уже меньше и меньше начинаем верить. Да. В общем, в этом месте мы, наверное, заканчиваем. Да. Идем забирать камеру с кладбища. Да. Что было на кладбище, что засняла, вы сейчас увидите, поэтому смотрите до конца. Да. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До Лайк, скорых встреч. колокольчик, все дела. До скорых встреч. Пока. Ребята, пойдем смотреть, стоит ли наша камера. При закатном солнце пошла. Выключена? Ребят, ее кто-то выключил? Я так испугалась. Я, иду сюда, я поворачиваюсь. Я была 100% уверена, что там кто-то есть слева. Но там никого не было. Просто капец. И там в лесу реально такое ощущение, что там кто-то лазит до сих пор. Эти яблоки, они вообще Да, кого угодно я тут так собьют с понимаю, толку. Там, скорее всего, мышки и птички кушают яблоки. Ну, прыгают. Белочки, да. Да, и это все так слышится.